Привет, с вами Каска. В этом ролике я расскажу, как слегка повысить FPS в Геншине, а также избавиться от лагов и фризов. С предыдущего ролика прошло немало времени, появились новые параметры графики, о которых стоит рассказать. За поддержку в виде большого пальца вверх или подписки на канал буду благодарен. Ну а мы полетели. Первое, что мы делаем, залетаем в игру и переходим в настройки, вкладка графика. Здесь нас встречает уже достаточно большое количество различных параметров, которые так или иначе отвечают за саму картинку и производительность. Разрешение экрана. В 90% случаев оставляем свое разрешение. Если вдруг у вас очень слабый ПК либо ноут, можете понизить разрешение. Как пример, 1280 на 720. Картинка становится очень мыльная, но и производительность вырастает практически в 2 раза. Также при желании можете подергать яркость. Я ее слегка убавил, иначе были сильные пересветы. Начнем мы немножко не по порядку, а со сглаживания и рендеринга, так как эти два параметра связаны друг с другом. Не в прямом смысле, если что. Сглаживание улучшает гладкость силуэтов моделей, устраняет эффекты лесенки и пиксельности изображения. Genshin предлагает два типа сглаживания: FSR 2 и SMAA. FSR, как вы могли уже догадаться, это Upscale. Обычно, выбрав FSR вместо SMAA, должна повыситься производительность. Но судя по информации в интернете, мнение поделилось на два фронта. Кто-то рекомендует FSR, говорят, что лесенки пропадают, и нет такого мыла, как при SMAA, а остальные наоборот. Говорят, что нет смысла включать FSR, так как большинство играет в разрешении 1080p. Поначалу были проблемы. Люди писали, что из FSR появлялись артефакты, но вроде как уже пофиксили. Раз уж мы затронули артефакты, то скажу по поводу вертикальной синхронизации. Если вдруг у вас происходит разрыв картинки, какие-то еще артефакты на экране, многие рекомендуют включить вертикальную синхронизацию. Либо если у вас монитор на 60 Гц. Что такое рендеринг и как он влияет на качество картинки и производительность? Рендеринг меняет разрешение всех объектов без самой смены разрешения. Чем значение ниже, тем выше производительность, но и сильно мылит картинку. Приведу пример. При значении рендеринга в 1.0 Genshin будет работать на вашем разрешении, которое указано вот здесь. При понижении разрешение игры становится меньше. При повышении качество картинки улучшается за счет более высокого разрешения, которое потом сжимается уже до нашего. Однако при повышении рендеринга разница между сглаживанием FSR 2 и SMAA уже не такая значительная. Поэтому для более мощных систем ставим 1.5 и сглаживание SMAA. Для средних все оставляем по умолчанию 1.0 и FSR 2. Для слабых могу порекомендовать выставить рендеринг на 0.8 и FSR 2. Либо, если вам вообще никакое сглаживание не нравится, смело его отключаем и повышаем рендеринг до 1.2-1.5. А вот теперь начнем по порядку. Частота кадров. Если вы замечали, что у вас частенько FPS падает ниже 30, рекомендую залочить как раз таки на значении 30. Во-первых, это понизит нагрузку на процессор. Во-вторых, со временем вы привыкнете и не будет так сильно бросаться в глаза падение кадров. Во всех остальных случаях оставляем на 60 и вертикальную синхронизацию отключаем. Качество теней. Параметр отвечает за качество отражения теней в игре, их разрешение, мягкость и дальность отображения. Сильно влияет на производительность, особенно на более слабых системах. Тут все очевидно, ставим на очень низкое. А вот уже для средних ПК я рекомендую тени поставить на средние, как бы это ни звучало странно. Но да, разница качества теней между высокими и средними не такая значительная, так зачем лишний раз напрягать свою систему? Общее освещение. Как вы уже могли понять по названию, влияет на освещение, но уже в глобальном масштабе. Обычный обыватель не всегда заметит разницу, где именно оно что-то там поменяло. Тем не менее, если включить общее освещение, сам свет будет ложиться на объекты более правильно, отчего и глазу приятно.
Постобработка – это наложение эффектов на картинку уже после захвата изображения камерой. Как бы визуальные эффекты на всех поверхностях в игре. Высокие значения добавляют эффект затенения. В Геншине этот параметр минимально влияет на качество картинки и слегка на производительность. А я ставлю на высокое. Эффекты – это детализация эффектов от способностей персонажей и врагов. Минимально влияет на качество картинки и производительность. Рекомендую поставить на высокое. Можете хотя бы красивыми эффектами порадовать свой глаз. Детализация окружения. Важный параметр, влияющий на то, насколько детальную картинку вы будете видеть. Очень сильно влияет на качество изображения и производительность. Чем выше, тем больше деталей на моделях окружения. Дома, камни, деревья, постройки. И тем лучше они будут смотреться. Для слабеньких компов или ноутов ставим на среднее. Для более мощных – высокое либо максимальное. Объемный туман улучшает качество тумана, видимость в нем объектов и источников света. Различие просматривается на Цуруми до освобождения от тумана и в дождливую погоду на всех локациях. Не так сильно влияет на производительность и не так часто используется, поэтому можете включать. Отражение добавляет отражение на зеркальные поверхности, окна, витражи, пол в соборе и так далее. Как и туман, не очень сильно влияет на производительность. Размытие. При движении камеры или персонажа картинка будет размываться. Никак не влияет на производительность. По желанию, я лично отключаю. Свечение. Добавляет каждому объекту, солнцу, кострам и другим источникам света эффект свечения, насыщающего картинку теплым светом. На производительность никак не влияет, можете включать. Плотность толпы – это количество массовки в поселениях, то есть персонажей, с которыми нельзя разговаривать. Значение низко убирает большинство, но не всех неинтерактивных NPC. Установка высоких значений сделает мир более живым, но очень сильно повлияет на производительность процессора. Я оставляю на высоко. Для всех остальных рекомендую выбрать параметр низко. Эффекты членов отрядов в совместном режиме. По названию тут и так все понятно. Влияет на то, как будут отображаться ваши друзья в совместном режиме. Слабо влияет на производительность. Подповерхностное рассеивание. Отвечает за распространение света через полупрозрачные тела. Насколько реалистично свет будет отображаться на персонажах. Практически не влияет на производительность. Анизотропная фильтрация. Улучшает детализацию поверхностей, смазывающихся под наклоном камеры. Брусчатка, тропы, стены. При всей его важности он совсем немного влияет на производительность. Я ставлю на 16. Динамическое разрешение персонажей. Параметры, которые регулируют качество текстур персонажей. Простите, но я разницы вообще не вижу. Кто-то писал, что есть, и даже заметно, но окей. Для себя лично я решил отключить. Вы же смотрите сами. По настройкам получается следующим образом. Первый пресет, который лично мне больше всего нравится и подходит для более мощных ПК. Где-то ставим среднее значение, но в основном высокое. А вот уже второй пресет для средних и более слабых ПК. С настройкой игры мы закончили. А теперь давайте перейдем на рабочий стол для того, чтобы слегка настроить и оптимизировать нашу систему под Геншин. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. На рабочем столе мы нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы, и здесь у вас будет высокая производительность. Ставим галочку. Если вам интересна схема питания максимальная производительность, как и у меня, чуть позже покажу. Далее, нам нужно перейти в папку с игрой. Нажимаем PKM на Genshin, расположение файла, поднимаемся в самый верх и находим папку Genshin Game. Приложение Genshin, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на «Отключить оптимизацию во весь экран». Далее параметр высокого DPI и ставим галочку на «Режим масштабирования». Нажимаем «Ок», «Применить» и «Ок». Копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, «Копировать». В поиске пишем «Настройки», «Графики». Если у вас Windows 11, Genshin будет автоматически добавлен к нам в список. Если же нет, мы нажимаем «Обзор»,
вставляем наш скопированный путь и приложение Genshin добавить. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем на параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете включить. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку вашей системы. Но включаем в том случае, если ваш процессор мощнее, чем видеокарта. И если вы не стримите. Потому что во время стримов с включенным аппаратным ускорением ваши зрители будут наблюдать не самую приятную картинку. Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер устройств, системные устройства, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Нажимаем поиск и пишем Xbox Game Bar. Я его удалил. Если он у вас есть, открываете, переходите в настройки, и там будет что-то типа как записывать в фоновом режиме. Вы, конечно же, убираете галочку. Следующие настройки касаются небольшой оптимизации нашей видеокарты. Если у нас видеокарта от NVIDIA, нажимаем PKM, показать доп. Параметры, панель управления NVIDIA, переходим на регулировка настройки изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность, то есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D, и здесь у нас есть по сути два варианта. Можем делать настроечку глобальных параметров, то есть будет касаться всех игр, либо перейти на программные настройки и сделать настроечку чисто для Genshin. Смотрите, как вам больше нравится, как вам удобней. Если будете делать чисто для Genshin, нажимайте здесь либо добавить, либо ищите в списке. Я же делаю настроечку на глобальных параметрах. А если нужно будет сделать какое-либо ограничение, я уже дополнительно перейду в программные настройки и отключу то, что мне не нужно. По типу режим низкой задержки. Для всех игр у меня включен и стоит на ультра, но в Genshin все-таки это не CS и не какая-то соревновательная игра. Можно по факту его отключить. Тем не менее, куда? По умолчанию для драйвера, фильтрация, управление от приложения, далее вертикалка. По сути то же самое. Использует настройку 3D приложения. То есть в самой игре уже сами будете решать, включать или отключать. Метод представления Vulkan OpenGL. Выбираем использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров 10 ГБ. Режим низкой задержки. Отключаем. Режим управления электропитанием. Режим максимальной производительности. И в самом низу нас интересует фильтрация текстур качества. Ставим значение на высокая производительность и нажимаем применить. Тут же на совместимость с OpenGL выбираем приоритет совместимости. Я уже давно не пользовался видеокартами от AMD, поэтому точно подсказать не смогу, но как сам фундамент, от чего нужно будет далее отталкиваться, могу показать. Выбираем профиль Киберспорт, далее фильтрация текстур, производительность, режим тесселяции, переопределить настройки приложения. И, наконец, максимальный уровень тесселяции отключить. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Режим игры мы, конечно же, оставляем включенным. Переходим на игры, записи. Все, что здесь у вас будет указано, все это отключаем. И Xbox Game Bar мы, конечно же, отключаем. Ну и у кого Windows 10, обязательно отключайте все фоновые приложения. Переходим на конфиденциальность, опускаемся в самый низ, фоновые приложения, и эту галочку мы отключаем, тем самым отключаются все фоновые приложения. Для тех, у кого Windows 11, нажимаем поиск, пишем изоляция ядра. Здесь мы находим целостность памяти. Мы ее обязательно отключаем и делаем перезагрузку нашей системы. С этого момента можете зайти в Genshin и проверить вашу производительность, все ли вас устраивает и так далее. И если все хорошо, просто закрываем ролик и идем играть. Если нет, покажу более углубленно, но тоже в 2 клика. Качаем архив по ссылке в описании, он будет в телеге, в дискорде и на бусте. Делаем его распаковку, открываем папку очистка, delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Нажимаем отмена, возвращаемся назад, открываем вторую папку Delete them files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, диск Clean Up. Выбираем диск C, окей. Нажимаем на очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ставим везде галочки и нажимаем ОК. MSI мод. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора.
Да. Находим нашу видеокарту, галочку на MSI мы ставим и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. То, что я говорил чуть раньше по поводу схемы питания, открываем команду, копируем схему питания максимальная производительность, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор. Да. Нажимаем Ctrl плюс V, если не ставится, просто нажимаем PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схемы питания, показать доп. Схемы, и у вас здесь появится максимальная производительность. Просто ставим галочку. Если вдруг нужно будет ее удалить, нажимаем на настройка схемы электропитания и удалить схему. Окей. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть сразу готовые бэкапчики на всякий случай. Плюс есть в картинках для рукастых и красиво расписал. Выбирайте любой из способов. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Как мне писали люди, бустит от 15 до 20 FPS. Не только в Геншине, но во многих других играх. Нажимаем PKM открыть. Если у вас десятка, то будет написано слияние. DVR2 PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние. Сетевой тротлинг тут по желанию, можете пропускать. И системный приоритет тоже PKM и открыть либо слияние. После всех этих настроек залетаем в Genshin и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!